Девы, всем привет! Не девы тоже, впрочем, всем привет! Наконец-таки у меня стало более-менее тихо. И я пробую вам записать этот маленький подкаст. Говорить будем сегодня про аскезу. Про аскезу в контексте роли отшельника. Напоминаю, что с вами Вероника Никитенко из Центра Алхимия. В общем-то, тема у нас давно в чате поднимается, так сказать. Давно поднимается. И прекрасная Анна в очередной раз, так сказать, благодаря своему искрометному комментарию, помогла мне созреть для записи этого коротенького подкаста. Поэтому давайте, собственно, поговорим, что ж такое у нас вообще отшельник, аскеза. Есть ли там вообще какая-то аскеза? И что это за зверь такой аскеза? Почему так все прибегают часто к аскезе, да? Почему? Вообще человек хитрое существо, надо сказать. Поэтому обычно он прибегает ко всему, где не надо трудиться. Вот основная масса людей всегда прибегает ко всему, где не надо трудиться. Причем под словом «трудиться» я ни в коем случае не имею в виду работу, какие-то там сложные действия по достижению своих целей или что-то еще. Нет, вообще абсолютно ничего такого. Под действием я подразумеваю прежде всего внутреннюю работу. Умение выдерживать тишину, умение оставаться наедине с самим собой, умение чем-то интересоваться, умение думать. Понятное дело, что в нашей жизни бывают разные ситуации, бывают такие ситуации кризисного характера, в которых, собственно, думать невозможно, да и рефлексировать невозможно, и оставаться наедине с собой невозможно, потому что человека одолевают тягостные состояния. Это другая история. Она как раз, напротив, требует выхода из замкнутого внутреннего пространства для того, чтобы обрести свет снаружи. Но вот когда мы говорим о том, что перед нами психологически зрелое существо, абсолютно взрослый человек, который очень хорошо себя знает, который познал, в общем-то, смысл этой жизни в той или иной мире, которому стали более-менее плюс-минус где-то там на сколько-то процентов понятны его взгляды, не его взгляды, а вернее понятны сечения этой жизни, включая прежде всего такие вот важные вещи, которые называются общечеловеческая мораль, нравственность, политические тенденции, геополитические события и так далее. И вот в какой-то момент времени в человеке начинает просыпаться это существо под названием девятый старший аркан, фамилия его отшельник. И стоит он один где-то там вдалеке от всего и вся. Да? Человек, который познал роскошь уединения от суеты, роскошь жизни в покое. Этот человек ни в коем случае не лишен тяги к удовольствиям, такие как вкусная еда, хорошие книги, классные фильмы, шикарная музыка, потребность в путешествиях, да, там желание попутешествовать и так далее. Все эти вещи у него присутствуют точно так же, как и у любого другого человека. Но вот понимание сути происходящего накладывает на этого персонажа настолько неизгладимый отпечаток личности, что он стремится всеми путями уйти от толпы. И он стремится любыми путями встретить на своем пути человека, который, если не может смотреть на мир так, как смотрит он, то хотя бы в состоянии понять этот мир на какую-то определенную долю и не создавать этому отшельнику никакой суеты, никаких треволнений. Надо сказать, что обычно отшельник – это такой человек, который очень свято чтит границы, чужие прежде всего. И это значит, что он очень уважительно относится к другим людям, он не задает им каких-то нетактичных вопросов, он не перегибает палку, он не лезет туда, куда надо, он очень поступателен, он очень уважителен, обходителен. И, в конечном итоге очень тактичен. Вот, к сожалению, в нашем обществе человеческом, независимо от языка, независимо от культуры, очень часто встречаются такие люди, которые воспринимают это чувство такта отшельника как возможность сесть ему на голову и свесить шею. Потому что считают, вот если молчит, открыто не протестует, значит, с ним так можно.
Но на самом деле у отшельника очень глубокая и темная сторона, скрытая от всех и известная только ему самому. Почему она глубокая и темная? Потому что он полностью ее познал. Он знает, что это такое, он знает, как это работает, когда это просыпается, при каких обстоятельствах. И в некоторых случаях, когда ситуации складываются так, что вот чашу терпения отшельника переполняют какие-то события, то он позволяет вот этой тени выйти наружу. Потому что когда мы говорим про девятку, что такое девятка? С точки зрения Каббалы, это у нас Есед, да? Это самое темное место, в котором ничего не видно, и которое является первым стражем на самом деле для обычного человека при переходе в какой-то мир высоких материй. Потому что человек – существо очень пугливое, и единственный способ держать его в узде – это напугать его. Поэтому вот в каком-то смысле вы можете рассматривать отшельника не только как человека, который дистанцируется, уединяется от толпы, а еще и как человека, который может здорово напугать. Причем очень умно напугать и продуманно, потому что он знает, как устроен человек, что можно ему сказать, с какой интонацией, в какой ситуации и так далее. Может быть, какие-то другие вещи можно с ним сделать, чтобы его приструнить и, во всяком случае, удержать на месте, не дать ему возможности перешагнуть туда, куда не нужно. И именно поэтому, когда мы говорим про отшельника, и вот про эту девятку, и про место, где она находится, можно к этой истории подвести закрытые глаза этого человека. Потому что если мы берем классику жанра Таро Райдера Уэйта, то мы видим отшельника с закрытыми глазами. Я не знаю, кто-то замечал это или нет. Не во всех колодах у отшельника глаза закрыты, но вот в классике жанра у нас глаза закрыты, и этому есть вполне резонное и логичное объяснение. Почему? Потому что это же девятка, вот я несколько минут сказала о том, что это Есед, это место тьмы, так сказать, привратник, да? И в этом месте невозможно видеть глазами, ты там ничего не увидишь, там кромешная темнота вообще, там ничего нет, абсолютно. И единственное, что ты можешь там сделать, это вот почувствовать внутри, не знаю, там кожей, сердцем, пятой точкой, чем-то еще, почувствовать что-то, что там происходит, какую-то опасность ощутить. Поэтому, собственно, отшельник – это тот человек, глаза которого закрыты. Почему? Потому что они ему без надобности. Он знает, что невозможно ничего увидеть глазами. Тебя обманут твои глаза, тебя обманут твои уши, потому что помните поговорку, наверное, все взрослые люди, кто взрослый человек слушает, ну, наверное, не взрослые тоже, у страха глаза велики. Вот. Пока ваши глаза открыты, и вы смотрите на какие-то вещи, обыденные в своей жизни, или на какие-то свои планы, на какие-то свои задачи, вы будете испытывать жуткий страх. Жутчайший просто будете испытывать страх. И с этим страхом невозможно ничего сделать. И единственный способ избавиться от этого страха, освободить себя, это закрыть глаза и идти на ощупь, полагаясь только на свое внутреннее чувство. Ну так вот, собственно, если закрытые глаза отшельника являются ничем иным, как сознательным весьма жестом, продуманным, которая не только говорит о том, что там, куда я иду, не нужны мне глаза, нужны другие чувства. Безусловно, речь идет еще и о том, что отшельник отказывается от внешнего мира в пользу своего внутреннего психоэмоционального и психофизиологического состояния. То есть это человек, который старается держаться на дистанции. Его мир – это его храм вообще, в принципе, все его интересы, весь его уклад жизненный, все какие-то вещи, которые он любит, когда он ложится спать, когда он просыпается, что он любит смотреть. Это одиночка по своей сути. Почему одиночка по своей сути? Потому что этот человек вполне может комфортно существовать один, ему классно быть наедине с собой. И этого человека невероятно сильно напрягает любое общество. Оно превращается в какой-то такой нескончаемый гул, и этот гул отвлекает от важного, потому что что делает отшельник? Он прикасается сердцем, да, можно сказать, или прикасается душой к чему-то прекрасному, или к чему-то непрекрасному. Но тем не менее прикасается, потому что это как антенна, которая умеет считывать, которая умеет посылать сигналы, которая никуда не торопится, потому что она знает, не надо никуда торопиться.
Все, что нужно, чтобы у тебя было, у тебя будет. Надо просто испытывать удовольствие, наслаждаться этой жизнью, какие-то выполнять действия, должна быть все равно какая-то дисциплина, какая-то система, и после этого, значит, все само придет. А если ты побежишь сейчас и будешь биться головой об стену для того, чтобы что-то получить, ну ничего ты в итоге не получишь, кроме, собственно, разбитой головы. Так вот, говоря о дисциплине, мы можем первый такой контекст маленький сделать, такую аналогию провести с аскезой. Причем это не прямая, это не аналогия, это прямой смысл этого слова аскез. Но сейчас еще маленькое лирическое отступление сделаю. Сейчас пытаюсь дописать книгу. Вот пытаюсь, потому что половину книги уже переписала, наверное, по второму разу. И вообще по-другому переписала, все убрала, что мне не нравилось там. И получается что-то совершенно другое. Так вот, там в книге есть маленькая подводочка про... Не то, что подводочка, маленький абзац, так скажем, про отшельника сквозь призму христианской доктрины и философской доктрины втором. Маленький совсем кусочек, в котором я там пишу одну очень важную вещь. И вот здесь мне хочется сказать, что вы живете в мире двойной лжи. Все, что вы знаете сейчас о Таро, о себе, о том, что происходит вокруг вас, что происходит в вашей стране, в вашем регионе, в вашем городе, не знаю, там в науке, что-то еще. Большая часть из этой информации – это ложь чистой воды, вымысел. Ложь не потому, что даже, что некоторая действительно информация лживая, откровенно, да, пропагандистского толка или какая-то другая. А в некотором смысле слово «ложь» можно воспринимать не буквально, а в переносном смысле. Почему? Потому что переносный смысл – это история, такой длинный нарратив исторический, который 100-500 миллионов раз переписывался. Вы не поймете, где там уже первоисточник, что там вообще было в этом первоисточнике. В некоторых, как, я не знаю, как правильно сказать, мы вроде как не про науку говорим, да, мы про какие-то другие вещи говорим. Скажем так, в некоторых разделах жизни допускается и вполне естественным является вот эта вот эволюция какого-то знания, которое меняется, совершенствуется и так далее. В том числе, когда мы говорим, допустим, о Таро, не знаю, там, или о рунах, или о чем-то еще, вполне нормальным, что это знание эволюционирует. Каждую эпоху на него будут нарастать какие-то все новые и новые пласты информации, потому что будет развиваться человек. И вот когда мы говорим про отшельника, мы мало думаем о том, что эта карта и все остальные другие карты тоже сейчас содержит в себе огромное количество извращенного представления о самой сути этого аркана. Почему? Потому что тарологов сейчас развелось, как нерезанных, простите, собак. И большая часть из них не имеет никакого образования, не то, что там какого-то профильного высшего. Это люди, которые вообще даже не понимают, что такое символизм, что такое символ, что он значит, а какие могут быть трактовки у этого символа, откуда ноги, откуда у них растут вообще, в принципе, откуда они появляются. И некоторые люди не думают о том, что когда вы работаете с Таро и используете трактовку карты, опираясь на ее название, то надо понимать, что это адаптированное русскоязычное название. А русскоязычный человек и человек западного мира – это два совершенно разных человека, которые мыслят по-другому и вкладывают совершенно другие вещи в эти названия. И вот многие люди считают, что ага, отшельник, значит, это прям вот какой-то, не знаю, там, монах и так далее. Какой-то мерзкий человек такой, с ним очень сложно разговаривать или что-нибудь еще. Нет, вообще не так. Изначально история отшельника рождалась как аллегория старика времени. Это в буквальном смысле был персонаж такой в далеких, значит, праздниках буржуазии итальянской. Был человек, который символизировал вот этот вот элемент конечности жизни. Да, потому что он предтеча колеса фортуны. После отшельника у нас наступает колесо фортуны, и у нас, по сути, вообще все складывается по-другому. Еще не смерть, но все уже изменилось. И эта история этого предтечи, этого времени, вот в моем оракуле, который «Звездные врата», я там прям специальную карточку для этого создала, которая называется «Страж времени». Он, по сути, символизирует нечто похожее как раз вот на эту предтечу конца. Тема про неизбежность.
И он стоит как привратник-отшельник. Стоит как привратник. Вот мы сказали уже, что стоит как привратник, потому что он относится к 9-й сефирот Кесов. И стоит как привратник над чистым очень миром, условно назовем его так. Над миром, в который невозможен доступ для обычного человека. Потому что обычный человек, простите, прозвучит очень, возможно, грубо для некоторых людей, но это объективная истина, как ни крути. Обычный человек глуп. Глуп, невежественен, ленив. Ну, ленив, черт с ним. Человек не любит жить хорошо и не хочет вообще, в принципе, жить хорошо, да? Возьмите любое маргинальное сообщество и посмотрите на чистоту вопроса. Никакой чистоты нет. Не потому что они такие, а потому что незачем. Да? Вот незачем. Поэтому отшельник – это история мамы строгой. Когда ребенок заходит домой, она ему говорит: так, руки мыть, ноги мыть, в душ идти, там, зубы чистить, что-то еще. То есть она сохраняет вот это пространство чистоты в таком виде, чтобы никто не мог его испортить. Вот, по сути, кратко совсем, что из себя представляет внутренний аспект отшельника. Это привратник. Поэтому глаза у него закрыты, фонарь у него горит. Он никого не зовет, он ни с кем не разговаривает. Его задача просто стоять, светить этим фонарем, находить прекрасное в своем внутреннем мире, это прекрасное ретранслировать в виде этого фонаря во внешний мир и отзываться на контакт с теми людьми, которые сами его находят и которые приходят к нему. Но опять же, почему такая скорбная фигура у отшельника? Потому что отшельник все знает, все помнит, все понимает, все видит. И он стоит один, потому что с каждым годом становится все меньше и меньше людей, которые хотели бы к нему прийти. И даже не то, чтобы которые хотели бы к нему прийти, потому что они его ищут, а которые вообще способны были бы его услышать. Потому что подавляющая масса людей, каждое поколение практически, как отмечают, опять же, социологи, не я, становится все глупее и глупее. Ну, и так-то, в принципе, мир всегда был не очень умен, но сейчас вот эта катастрофа интеллектуального и культурного масштаба, значения, не знаю, как сказать иначе, она огромна, просто невероятно огромна. Поэтому отшельник символизирует у нас именно вот этот момент первой встречи. Значит, если говорить про аскезы, есть ли аскеза в отшельнике? И что такое вообще аскеза? То есть, если вообще про этимологию слова говорить, никакой аскезы в отшельнике, такой вот, как ее привык воспринимать русскоязычный человек, и многие западные люди, некоторые, она там отсутствует, потому что аскеза – это что у нас воспринимается обычно? Я вот отказываюсь от чего-то для того, чтобы получить что-то. Да, там, не буду после 6 есть, у меня диета, хочу похудеть. Аскеза. Не буду там, не знаю, смотреть какие-то передачи, чтобы получить то-то, то-то. Аскеза. А на самом деле аскеза-то, что греки вкладывали в это понятие? История только про дисциплину. Да? Я сказала в самом начале это слово, дисциплина. Вот аскеза – это дисциплина. Это дисциплина не потому, что ты должен, чтобы ты стал какой-то, вот, чтобы ты что-то получил от жизни. Это история именно про рутину жизненную. Представьте себе атлета, у которого есть определенная задача. Он каждый год принимает участие в соревнованиях. Так, поехали дальше. На самом интересном месте меня прервал звонок, потому что теперь я не помню, что я вам говорила в самом начале. Поэтому будем продолжать, значит, дальше. И потом в редактуре, может быть, что-то я там подправлю. Скорее всего, не подправлю, потому что продолжаю дальше. Так вот, значит, если мы говорим про аскезу, то древние греки в понятие аскезы вкладывали именно дисциплину. Вот теперь вспомнила, я там говорила про атлета. Значит, атлет, да, у нас, который раз в год принимает участие в соревнованиях.
Так вот, для того, чтобы он в этих соревнованиях комфортно себя ощущал, он не может весь год, простите, жрать как не в себя, а потом за пару месяцев до этих соревнований начинать к ним готовиться, потому что не получится так. И аскеза – это осознанное не то чтобы воздержание, а дисциплина в ежедневной своей рутине, когда человек не отказывается, а именно блюдет дисциплину. Потому что именно дисциплины, благодаря дисциплине, вообще, в принципе, у нас появляются какие-то такие известные атлеты, или там воины, или какие-то, не знаю, другие люди, специалисты и так далее. Поэтому аскеза использовалась именно как элемент определенного образа жизни, девочки и мальчики. Не разового отказа ради желаний похудения, там, не знаю, чего-то еще, а именно дисциплина становилась жизнью, да? То есть человек начинал жить в какой-то определенной парадигме. И если мы берем, допустим, того же самого Сократа, то Сократ употреблял понятие аскезы как историю про упражнения, регулярные упражнения в добродетели. То есть какой-то добродетель человек культивировал, и она становилась образом его жизни в конечном итоге. Поэтому если мы рассматриваем вообще историю философии человеческой цивилизации, неважно, там стойки это или какие-то другие люди, может быть, неоплатонисты, платонисты и же с ними. Все, что касалось аскезы, это только дисциплина самого тела. И история воздержания, прежде всего, от каких-то желаний, мирских вещей и прочее, прочее. Но в формате, еще раз сделаю упор, образа жизни, а не разовых каких-то акций. Поэтому, когда у нас человечество стало становиться очень умным и очень подкованным во всех вопросах, у нас медленно, но верно произошло как раз-таки смещение от этой постоянной дисциплины и вообще аскетичности как понятия, когда ты не то, что, опять же, здесь важно понимать разницу, ты не отказываешься от желаний, ты не отказываешься от чего-то, что ты очень любишь, а ты направляешь свои устремления в создание определенного образа жизни, построенного не на отказе, а основанного именно на каких-то высоких стремлениях своих. Какие-то у тебя появляются интересы. Но не в этом даже дело, собственно. А прежде всего еще дело сейчас и в психолингвистических моментах, потому что если мы говорим о разнице между русскоязычным человеком и человеком западного мира, то надо сказать, что в контексте нашего русскоязычного сознания обычная история аскезы содержит в себе только какую-то тему телесных лишений, прежде всего, да, отказа от чего-то. И во всей культуре такой вот драматичной, русскоязычной, основанной на великих трудах великих классиков, Федора Михайловича, там, я не знаю, Бунина, Толстого и так далее. Везде у нас присутствует история вот этих вот страданий аскетичных, которые прежде всего культивируют внутри человека какую-то жертву. Надо принести какую-то жертву. А аскеза становится фактически олицетворением понятия какого-то самонаказания. Ну и что от этого может получить человек, если он постоянно себя наказывает? Ничего хорошего, да? А если мы говорим про подоплеку англоязычного человека, то там нет никакой жертвы, а там присутствует прежде всего философия жизни. То есть вот корни эти древнегреческие берут начало и трансформируются в жизнь человека именно как паттерн поведения устойчивый, то есть шаблон поведения. То есть это что-то такое, что осознанно избирается как стиль. Есть минимализм в дизайне. Вот то же самое. Я аскет, потому что я минималист.
Я не покупаю себе там какую-то дорогущую мебель, а просто покупаю себе условно хороший дорогой матрас. И не потому, что я отказываюсь от мебели, потому что я вот такой весь правильный, а потому что мне так комфортно, когда жилище у меня не захламлено, я себя чувствую свободно. Мне легче дышать, я лучше сплю и так далее и тому подобное. Переходя к философской составляющей вопроса. Вот есть у нас такой прекрасный, невероятно чудесный город Калининград, он же Кёнигсберг. Все калининградцы называют город Кёнигсберг или Кёник. Никто из местных никогда не говорит Калининград, потому что для местных нет Калининграда, есть Кёнигсберг, есть масса тайных, сакральных, я бы сказала, мест, в которых витает дух того времени. И был у нас там такой товарищ Кант, он же господин, да, он же главный философ, который в своих метафизических, философских трудах говорил о том, что, собственно, аскеза – это история прежде всего про естественную жизнь разумного человека. И он никогда не воспринимал аскезу как отказ, акт отказа от чего-либо. И уж тем более не воспринимал ее именно как страдание. То есть он говорил о том, что если вы хотите от чего-то отказаться, то отказываться надо не потому, что вы хотите себя унизить, да, заниматься такой вот темой самоуничижения постоянное, а только потому, что вам так проще и легче, и чище, и вы живете вообще в согласии со своим разумом, со своим внутренним «я». То есть это какая-то естественная история, опять же, душевного порыва человека, душевной жизни. И поэтому Кант пропагандировал, так скажем, историю аскезы как некое следствие зрелости, прежде всего, человеческой, а не как какой-то акт там, героизма, в который человек должен совершить, потому что если он это сделает, значит, что-то там хорошее в его жизни произойдет. Но помимо Канта у нас много еще есть других разных философов. Возьмем, допустим, собственно, Ницше. У Ницше есть классная книжка про Заратустру. Когда-то она у меня лежала на столе, потому что интересно было по ней короткие ответы получать. Так вот, Ницше писал о том, что аскетическая мораль – это воля к власти, замаскированная под отказ от воли. То есть утверждение Ницше гласило, что любой человек, который именует себя по сути аскетом, он на самом деле не отказывается от жизни, а овладевает этой жизнью по-другому, по-хитрому. Вот знаете, есть такие люди, прилипалы их называют, прилипалы. Они продавливают ваши границы очень мягко. Вы даже не замечаете в какой-то момент времени, если вовремя не пнули его под зад, этого прилипалу, вы не замечаете того момента, когда он, как паук, окутал вас с ног до головы. Просто запечатал вас в эту паутину, из которой вы уже не можете выйти. Вот примерно такая же история, собственно, происходит в аскезе или с аскетом по словам или по мнению Ницше. Потому что эти отказы, которые делает человек, отказываясь демонстративно от чего-то, они в его понимании должны вызывать восхищение. Да? То есть перед нами человек, который нуждается прежде всего в чем? Не действительно в каком-то минимализме в своей жизни, он нуждается в самоутверждении. У этого человека какая-то есть проблема внутренняя, психологического характера, с которой он не может справиться никак самостоятельно, и к специалистам он не ходит, потому что он говорит: я здоров, со мной все в порядке. И, соответственно, когда речь идет о том, что внимания-то хочется, любви, восхищения хочется, человек начинает доминировать над другими плебеями, как он их считает, либо играя роль откровенной жертвы, что я вот, дескать, отказываюсь и от этого я отказался, вот, ну, под благородным каким-то предлогом, ведь всему же находятся объяснения какие-то. А в конечном
В итоге мы имеем дело с человеком, который старается всего лишь доминировать над нами с помощью этого аскетизма. Да? Вот некоторые люди говорят, я там не пью таблетки. Я не пью таблетки, я вот лечусь естественным путем. И те, кто говорит это с такой гордостью, что он не пьет таблетки, никакие лекарственные препараты не принимает, вот это вам, пожалуйста, история про доминирование. Я умный, я не пью таблетки, а ты дурачок, потому что ты эти таблетки пьешь, а значит, ты убиваешь себя. Но при этом посмотреть на того, кто пьет таблетки, и того, кто не пьет таблетки, зачастую тот, кто таблетки не пьет, выглядит гораздо хуже, чем тот, кто не только таблетки пьет, но, простите, еще и огненную воду временами употребляет. Потому что физиологическое здоровье и комфортная жизнь человека, ведь она зависит не от того, насколько ты аскетичен, что ты выбираешь. Она зависит от множества факторов. И главным фактором является внутреннее мироощущение человека. А здесь, когда нет ощущения себя самого, когда внутри себя ты считаешь себя ничтожным, то, по сути, ты начинаешь играть в эту игру с аскезой исключительно только для того, чтобы тебя похвалили и сказали, ух ты, какой ты классный, какой ты молодец, ты отказываешься от этого. То есть речь идет о власти человека. Я получаю власть через какое-то жертвование. То есть такая игра завуалирована. Поэтому почему я сказала в самом начале, что вы живете в мире двойной лжи. И не только вы, и я в том числе, потому что я тоже человек. Потому что весь мир построен вот так вот на лжи. Вот есть одна ложь, эта ложь закрывает другую ложь, которая подается как правда. А на самом деле правда лежит вообще за 7 печатями, и мало кто до нее доходит. Поэтому так важно иметь критическое мышление, которое присутствует у самого отшельника. И это критическое мышление основано не на рациональных каких-то доводах, которые мы получаем, глядя открытыми глазами на какие-то события, а именно когда мы чувствуем этот мир и смотрим на этот мир вне нашего рацио. То есть задействуем сенситивные органы и начинаем опираться на внутренние реакции своего тела. Потому что когда мы говорим о том, как понять, прав я или не прав, надо мне это делать или не надо, а будет у меня это или не будет, вам все может рассказать, по сути, ваше тело. Если внутри вашего тела абсолютный покой, если вы, рассуждая о каком-то вопросе или пытаясь найти ответ на какой-то вопрос, чувствуете внутренний покой, то значит все будет положительно складываться в том предмете, который вас интересует. А если же у вас внутри треволнения, но вы при этом настойчиво пытаетесь себя с открытыми глазами убедить в том, что нет, все равно будет, как я хочу, и вы вообще все неправы, то это как раз лишнее подтверждение того, что вы живете в иллюзии. Да? Чтобы отшельник не живет в иллюзии, потому что почему? Потому что глаза у него закрыты, потому как он смотрит и доверяет именно себе, себя. А еще у нас помимо Ницше и помимо, собственно, Канта есть такой замечательный Сирен Кьеркегор. У него есть классная книжка, называется «Максимы». Она тоненькая, махонькая такая. И написана настолько простым языком, ее так классно читать, там прям на каждой странице отдельная максима придумана. И вот, собственно, Кьеркегор рассматривал аскезу как отказ от себя самого, по сути, отказ быть собой. Когда человек отказывается быть собой, отрицает себя, да? Отрицает себя, обесценивает себя и так далее. Он писал, буквально дословно читаю цитату, «Величайшая опасность не в том, что человек погибнет, а в том, что он перестанет быть собой». Вот. Важная история какая. Когда аскеза становится образом жизни, минимализмом, это история про быть собой. Когда аскеза становится инструментом для достижения каких-то желаний, неважно, какие это желания, то это, по сути, погибель чистой воды, потому что на наших глазах, можно сказать, гибнет какой-то человек. И вот именно Кьеркегор в своих трудах очень часто упоминал историю про то, что аскеза есть не что иное, как всего лишь отказ от своего подлинного «я» и потребность быть чистым, праведным, каким-то просветленным духовно, просто для того, чтобы не встречаться с самим собой, какой он есть человек.
И вот помните, я говорила о том, что отшельник – это тот, кому комфортно молчать с собой, находиться наедине с собой, комфортно себя чувствовать, когда ты один там. Опять же, конечно же, естественно, у таких людей бывают периоды времени, когда им хочется какого-то общества, каких-то бесед. С кем-то встретиться, с кем-то поболтать, с кем-то поговорить. Но отшельник – это точно не тот человек, который будет выслушивать ваши беды и печали. Они 150 лет ему не нужны. Он скажет: так, у нас лимит времени, спасибо. Очень было классно тебя увидеть, давай, до свидания. И уйдет в закат, потому что я не хочу выслушивать твои тараканы, потому как с твоими тараканами ничего не поменяется. Ты сегодня будешь жаловаться, и завтра, и послезавтра ты будешь жаловаться, и через год ты будешь петь мне ту же самую песню. Потому что ты не хочешь ничего менять. Когда ты хочешь что-то поменять, отшельник говорит, ты закрываешь глаза и погружаешься внутрь себя. И начинаешь искать вопросы внутри себя. И не то, чтобы ты бесконечно ищешь вопросы какие-то, ответы на вопросы, да, вернее, потому как это тоже же превращается в конечном итоге в какой-то, может превратиться в бесконечный цикл бессмысленных поисков, которые ничего не дадут. Здесь важная задача действия. И вот здесь, когда мы говорим об излечении, об исцелении, начинается действие в виде аскетичного образа жизни, который становится дисциплиной. И в этом случае какую роль играет вот это вот понятие аскеза, которое неправильно большинством людей понимается? Это когда вы впадаете в припадок какой-то опять истерический или припадок каких-то страданий, он меня бросил или что-то еще. И вот в этот момент вы себя останавливаете, задаете себе вопрос, а зачем я вообще об этом сейчас думаю? Почему я об этом думаю? Начинаете разбирать себя по частям, и после этого разбора вырабатываете для себя какие-то определенные привычки, которым строго следуете день за днем, каждый день, пока это не станет у вас автоматической какой-то историей жизненной. Вот в этом случае это становится аскезой, это становится вашей дисциплиной. Как только начался у вас какой-то припадок тоски или страданий, вы идете мыть посуду. Вот она, ваша аскеза. Вы моете посуду и дисциплинируетесь. Потому что, когда моете посуду, думать надо только о посуде. Не будете думать о посуде, разобьете посуду. Это древняя, очень такая даосская мудрость, которую я узнала, когда мне было 11 лет, боже мой. Когда я мыла посуду, и ворон стояла, ловила, и у меня стакан улетел, и за 2 метра отлетел, и упал, разбился на пороге. И папа мне тогда сказал: Вероничка, когда моешь посуду, думать надо о посуде. И дальше продолжил мне исторический ракурс в автора этой цитаты. Поэтому вот она вам аскеза. И история, опять же, бегства. Ведь многие могут рассмотреть, и, наверное, некоторые люди будут правы, когда они скажут, что аскеза может стать бегством от тревоги. Но вот мы говорим о том, что бегством от тревоги она не будет становиться только в одном единственном случае, если вы будете совершать какие-то действия, если вы будете что-то делать для того, чтобы этой трудотерапией исцелить свое метающееся сердце. Но в общем-то и целом мне хочется сказать в контексте, опять же, темы Кьерки и Гора, что иногда аскеза действительно становится некой формой выражения своего страдания для того, чтобы как-то его вот взять под контроль, для того, чтобы именно контролировать его, а не излечить. И вот в данном случае такая аскеза деструктивная, она выглядит так: я не буду ему писать. Я не буду ему писать первой. Или там, я не буду с ней разговаривать. Или я вот приду сейчас на работу и не буду делать то-то и то-то. Не для того, чтобы исправить ситуацию, на самом деле, внутри себя, да, как-то отточить свою реакцию эмоциональную, а просто для того, чтобы наказать другого человека. Вот такая еще есть аскеза. Наказать другого человека. То есть дистанцироваться от общения и наказать другого человека. И вот в этом случае, когда мы говорим про отшельника, в тени отшельника, в тени. Тень – это что значит? Это когда у нас отшельник окружен
совершенно гадкими, неблагоприятными картами. Но опять же, гадкими я говорю в кавычках, потому что не бывает гадких карт. Таро все карты хороши. Просто они про разные вещи рассказывают. Но тем не менее, когда у нас отшельник где-то зажат, с одной стороны дьяволом, с другой стороны семеркой мечей или пятеркой мечей, то однозначно в этом ракурсе можно считать их гадкими. И вот здесь дистанцирование, поезд у меня едет, дудит, надеюсь, что вам не слышно. И здесь дистанцирование в этом случае является наказанием. Наказанием. Понимаете? Когда человек пытается наказать другого, но при этом все равно в конечном итоге наказывает сам себя. Потому что подобного рода аскезы – это всегда самобичевание. Как инквизиторы, которые желали этих красивенных женщин, стегали себя этими нагайками по голой спине, да, до кровавых просто шрамов. А ведь они что делали? Они боролись со своим влечением, потому что они вожделели их дико. Вот что происходит. Но, возвращаясь к роли отшельника, был у нас такой замечательный товарищ Рудольф Штайнер, антропософ. У него множество интересных очень трудов, которые нужно прочитать каждому человеку, который глубоко изучает Таро. Или хочет вообще просто как-то, не знаю, немножечко стать умнее, потому что у него очень классные есть произведения, достаточно философской такой направленности, неофилософия я бы ее назвала. Так вот, Штайнер говорил о том, что человек не может вообще воспринять что-то высокое, какие-то высокие материи воспринять, если он не может освободиться от своих низших побуждений. И с помощью аскезы невозможно от своих низших побуждений освободиться. Да, вот я вам сейчас сказала некоторое время назад про инквизиторов, что постигал себя сегодня инквизитор нагайкой, он завтра перестал хотеть эту женщину или другую какую-то женщину? Нет, он хочет ее точно так же. Он снова идет и стигает себя. Стал ли он от этого просветленнее? Приблизился ли он к Богу? Стал ли он действительно истово верующим? Нет. Вся история инквизиции – это история про власть, про контроль, про подавление. Потому что истинная вера – это что такое? Не убий заповедь, которую все забыли, вообще, которую извратили, я не знаю, до каких вещей. То же касается и не укради, и не прелюбодействуй и так далее. Хотя при этом, я хотела сказать, какой-то фильм, вот я недавно смотрела, не помню название, там снимается, боже мой, а кто же там у нас снимается? По-моему, у нас там есть Вайнона Райдер, мне кажется, и вот Джон Красинский точно есть. А вот кто есть еще, я не помню уже точно. И там они рассказывают о том, что существовали какие-то Библии, значит, такой приключенческий экшен, в которых неправильные были опечатки допущены во время печати. И, значит, какое-то количество экземпляров было отпечатано, где заповедь, в частности, не прелюбодействие, была написана как прелюбодействуй. Вот, и когда обнаружили эти опечатки, значит, сразу стали их изымать. Я не знаю, может быть, на самом деле такая история существует, может быть, это просто художественный вымысел, я не изучала эту вещь. Ну так вот, возвращаясь к теме истовой веры, истового какого-то такого чистого внутреннего «я», хоть вы 150 аскез несите, хоть вы поститесь, я не знаю, на каждый праздник, хоть что вы делаете, хоть стойте на голове, вы не станете от этого чище, вы не станете от этого добрее, потому что если вы не способны справиться со своими низкими вибрациями, скажем это так, в нормальном состоянии, то никакие аскезы, никакие обеты вам ничего не поможет, абсолютно. И в этом правда жизни, которую надо понимать. И отшельник это понимает. Поэтому он ни с кем не разговаривает, поэтому он не открывает глаза, поэтому он не отвлекается на какие-то тупые призывы, какие-то мольбы, что-то еще. Потому что он знает, если человек не готов, не чистый внутри, да бесполезно его что-то с ним делать. Даже разговаривать с ним не надо. И это, в том числе это философия общения с троллями в интернете. Была мем такой, был много лет назад, и сейчас он наверняка активен. Боже мой, какая древняя уже хочется сказать. Не кормите троллей.
Вот это та же самая история. Не надо ни с кем разговаривать, не надо ничего никому доказывать. И в этом глубокое понимание жизни отшельника. Он не вступает ни в какие срачи. Нигде, вот так прям скажу. Максимум, что он может сделать, это задать вопрос. Просто озвучить какую-то свою точку зрения, но не пытаться убедить человека ни в чем. А в большинстве случаев даже какие-то комментарии в интернетах он писать не будет, потому что оно ему не надо. Ну, максимум, что он может написать, это восторженное что-то, что-то приятное, какой-то комплимент сделать, привнести толику приятного. Вот это этот человек может сделать. А написать какое-то говно, ответить на какое-то говно, простите, нет, это не его история, оно не надо ему. У него очень все чисто внутри, очень аккуратно, он не хочет, чтобы кто-то там топтался своими грязными лапами или ногами. Поэтому проще всего сразу заблокировать человека, превентивно даже. Просто вот он сказал что-то не то, и вот он сразу его заблокировал. И ему от этого хорошо и спокойно. Потому что в этом суть, да, мы говорили о том, что отшельник – это тот, кто умеет чтить границы, потому что он привратник. И никакие аскезы ему не нужны. Он, собственно, живет в таком мире, что не до аскез ему. Он знает, что такое аскеза на самом деле. Поэтому здесь тема про то, что если я хочу быть чистым, если я умею защищать свои границы, мне достаточно, один раз тебе сказать нормально – и все, второго раза уже не будет. А то, может быть, даже не будет и первого раза. Поэтому история отшельника и история аскезы с точки зрения Штайнера – это тема как раз-таки, опять же, про самодисциплину и в конечном итоге про перенастройку восприятия своего. То есть вот так закрывание глаз у отшельника, когда человек погружается целиком и полностью в себя и начинает уметь слушать и чувствовать себя и, собственно, становится свободным от страстей. Вот он является в каком-то смысле шагом к просветлению. Но опять же, про аскезу ли это? Я не уверена. Вот мне не нравится фраза «аскеза дает возможность настроить сознание на высокие вибрации». Ничего не дает аскеза. Вот такая разовая. Потому что, опять же, возвращаясь, к примеру, с инквизиторами, если человек внутри охвачен просто желанием, неважно каким, а желание причиняет страдания, напоминаю, то никакая аскеза ему не поможет. Она создаст ему только, она оставит у него раны на его теле, которые он будет вспоминать. И, может быть, когда-то, кстати, если он излечится, если он будет чистым, если он действительно просветлится, он будет смотреть на эти раны – и даже, может быть, вспоминать этот период времени и думать о том, да, и такое со мной было. Потому что просветленный человек не испытывает стыда, он думает, да, и вот это со мной было. А тот, у которого есть еще что пилить, напильником допиливать, тот, конечно, окунаясь в это прошлое, будет испытывать жуткий стыд, жгучий стыд. И думать, Господи, какой же я был неказистый человек, как же я мог так сделать. Вот, продолжаем. Если говорить об отшельнике, как о мудреце, то понятное дело, что отшельнику не нужна аскеза, потому что хочет он только того, что зависит от него самого. Здесь у нас аскеза опять как элемент дисциплины, образа жизни. Аскетичный образ жизни – это значит, что человек не то чтобы довольствуется малым, потому что он там сознательно себя в чем-то ограничивает, потому что ему не надо ничего сверх того, что у него есть, его все устраивает. Есть такое понятие, называется оно дауншифтинг. Может быть, кто-то из вас его слышал, понятие, довольно давнее понятие, термин, правильно, наверное, будет говорить, который рассказывает о том, что вот есть человек, который зарабатывает много, достаточно зарабатывает, живет там в каких-то шикарных условиях, какая-то у него классная работа, хорошая такая жизнь. Вот в один прекрасный день этот человек садится и думает, а на черта мне все это надо? Я так от этого, от всего устал, я ничего этого не хочу. Я хочу в деревню. Я хочу в деревню, я хочу коров, я хочу свиней, я хочу овец, коз, кур, гусей, уток. Не надо мне ваши миллионы, миллиардов. Я просто хочу копаться в земле. Я просто хочу наслаждаться каждым днем
каждым вечером. Да, я буду уставать, это адски сложная работа, но я буду жить в лоне природы, так сказать. И уходит туда жить. Вот этот дауншифтинг, да, с миллионов человек спускается на какие-то вообще, на какой-то минимум абсолютный. И он от этого испытывает кайф. И он живет этим своим аскетичным образом жизни и испытывает от этого кайф, потому что он открывает для себя жизнь совершенно иначе. Ведь если мы говорим, опять же, о продолжительности жизни человека, у нас, у людей периоды какие? До определенного периода у нас жажда амбиций. Мы стремимся покорять этот мир, мы стремимся зарабатывать, мы стремимся то, мы стремимся сё. А потом, когда наступает, повторюсь, вот этот возраст осознания истины какой-то внутренней, происходит кардинальный разворот. И ты уже 10 раз подумаешь, а надо тебе вот это вот делать или нет. Потому что тебе вроде и так классно, тебе так хорошо. И происходит это в конечном итоге потому, что ты начинаешь действительно любить свою жизнь. Ты любишь ее, какая бы она ни была, ты от нее испытываешь удовольствие. Ты перестаешь ходить и жаловаться, и страдать, и здесь у тебя плохо, и там у тебя плохо. Да, у тебя бывает плохо, но это не повод страдать. Это повод просто, может быть, обратить внимание на эти страдания и подумать, как их решить, что с ними сделать. Потому что страдания бессмысленны. Повторю еще раз, желание причиняет страдания. Поэтому, говоря про отшельника, он не страдалец, он не страдает, он кайфует, он доволен. Ему не надо ни от чего отказываться, у него все есть. Он не монах вот этот. Опять же, у русскоязычного человека монахи – это страдальцы, это люди, которые лишены всего. Да? Так, у нас так принято в языке воспринимать монахи – это прям страдания, что там у них в келье, ничего нет, еда у них отвратительная там и так далее. А вспомните вообще, в принципе, монастырь, как он есть. Они всегда были сыты, у них все было. У них была нормальная еда, к которой они привыкли. Аскетичная, постная, там, в какие-то времена у них. Опять же, постная не потому, что они вот отказывались, сейчас мы будем поститься, и Бог простит нам все грехи. Нет. У них это образ жизни, для них это естественная вещь. А что делает большинство людей? Оно рассматривает это как звезду в лоб себе повесить. Вот я там пост держу, или уразу, или что-то еще. А смысл в этом, если ты после этого поста или после этой уразы начинаешь идти и делать всякое дерьмо обычное свое творить, которое ты творишь каждый день. В чем смысл? К Богу ты приблизился? Да не приблизился ты к Нему. Ты еще ниже пал, чем мог упасть. И отшельник все это знает и понимает, потому что он видит человеческую натуру. Ведь Есад – это место, контейнер, которое содержит все самые тяжелые, не знаю, вибрации, мысли, формы, чувства человеческие, и мысли в том числе, и поступки. То есть вот у нас наше зеркало, обычное зеркало, вот и то, что мы видим в нашем обычном зеркале своими глазами, это то, как мы себя представляем себе. Вот я такой, 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 такой. А то, как нас видит наш телефон или камера другого человека, это наше истинное. И вот это истинное неприятно. Вот Есад – это камера в руках отшельника. Он видит все, что там происходит. И он знает, кого надо пускать выше, а кого не надо. И даже хоть у человека там 150 будет этих аскез, он увешается ими с ног до головы, его не пропустят. И подводя итог, когда мы говорим про аскезу в контексте достижения желаний, то, ребята, это чистой воды эгоизм и гордыня. И если вы до сих пор еще думаете, что если вы откажетесь сейчас от чего-то для того, чтобы исполнилось ваше желание, даже если ваше желание исполнится, это всего лишь ваша хитрая игра с жизнью. Но вот есть опять же такая походная поговорка: Бог не Тимошка, видит немножко. То же самое и жизнь. Вообще не Тимошка. И видит она, ого-гошечки, сколько множко. И вот эта ваша хитрая игра, здесь я вот так вот отрежу, а там я вот столько много получу, она все равно сыграет против вас. И играет всегда против вас. И вы даже иногда не замечаете этого. Иногда вы даже не замечаете, в какие вы играете игры. И очень много есть, очень страшных есть историй, когда люди делали какие-то вещи, касающиеся аскезы ради достижения желаний, а потом получали большой и обратный такой выхлоп.
Сейчас я хочу такую маленькую еще ремарку дать всем, кто вот свято уповает на то, что вы можете решить свои проблемы с помощью магии. Можете, безусловно. И есть люди, которые сделают это для вас. Но вы должны понимать, чем вам это грозит. Да? Повторюсь, у нас, у людей есть понятие ответственности не человеческой, а ответственности, которая сверхчеловеческая. То есть что-то другое. Не мы рациональные. Так вот, мир – это как два сообщающихся сосуда. Если вы думаете, что вам ничего не будет, будет. Но будет по-разному. Но есть такие люди, маленький, совсем маленький процент, об этом я пишу в книжке, чуть-чуть, опять же, кусочек совсем, которым не бывает никогда и ни за что. Потому что у них роль такая в этой жизни. Такая роль. И это не те люди, о которых вы сейчас подумали, вообще совершенно другие. Но такие люди есть. И такие люди, они никогда не поступают из гордыни и из эгоизма. Они не играют в эти игры. Сейчас я здесь не поем, а там мне завтра миллиард прилетит, или миллион там, или, не знаю, какая-то супер женщина или супер мужчина. Это так не работает с кино такое. Потому что если прилетит, это считайте, что прилетело вам, потому что вы схитрили. На вашу хитрость откликнулось, так сказать, пространство. Но оно запомнило эту хитрость и потом спросит с вас обратно. Да? В психологии это называется, в психологии влияния, взаимная услуга. Баш на баш, да? Ты мне, я тебе. Поэтому не будьте хитрыми в играх с самим собой. И в том числе, если вы не будете хитрым с самим собой, не будете с самим собой играть ни в какие игры, вы не будете играть в игры с другими людьми. А значит, не будет у вас больших серьезных проблем. Потому что жизнь большая, в жизни ситуации происходят разные, очень разные ситуации. И важно всегда оставаться честным, искренним по отношению к самому себе. И хотя бы с самим собой иногда наедине говорить о том, где вы поступили плохо, объективно плохо. Не потому что плохо там кто-то сказал, а вот объективно с точки зрения вашей нравственности и морали вы поступили плохо. А когда мы поступаем плохо, когда мы вредим себе и, соответственно, вредим ближним, да, вот эти вот заповеди, которые все забыли, никто не соблюдает эти заповеди в жизни. Вы посмотрите, какое огромное количество людей ходит в церкви, в храмы, не знаю, там в мечети, молится с какое огромное количество людей. А потом возьмите всех этих людей, вот так вот поставьте в ряд, и уберите из этих людей каждого человека, кто нарушил хотя бы одну заповедь, наряду с этими своими молитвами. И не останется ни одного праведника. А еще не останется таких, которые хотя бы только одну нарушили. Потому что большинство людей выйдет из этого ряда, которые нарушили, может быть, все по нескольку раз. А может быть, хотя бы какую-то половину или треть постоянно они нарушают. Поэтому все это игрище. Отшельник, он внутри вас. Это искренность и чистота. Это отсутствие лукавства, какого бы то ни было лукавства, с собой прежде всего. И когда вы искренне и честны с собой, это, естественно, отражается на вашей жизни, в принципе, в целом, и на вашем поведении в том числе. Поэтому, завершая свой спич, я скажу еще раз, что отшельник – это не аскет, в понимании аскеза как отказ от чего-либо в угоду получения своих желаний. Отшельник аскетичен по природе, но как минималист, как человек, который просто кайфует от того, как он живет. Ему не надо специально ни от чего отказываться. И поэтому мы не можем сказать, что он аскет или он ведет аскетичный образ жизни. Нет, это будет неправильно. Ведь среди отшельников есть невероятно богатые люди, которые точно не будут являться аскетами по сравнению с обычным человеком, потому что они будут есть очень шикарную, дорогую еду. Они будут ездить на очень классных, комфортабельных, дорогих машинах. Они будут носить простую одежду, но очень дорогую и очень комфортабельную. Но при этом вы, если не разбираетесь в брендах, чего бы то ни было, никогда в жизни не поймете, кто перед вами. Поэтому становитесь отшельниками без
бессмысленных, я бы даже сказала, тупых, глупых отказов себе в удовольствиях. Потому что ваше тело, оно требует все равно обычных, банальных, материальных, человеческих удовольствий. Вкусно поесть, поспать на классной кровати, на хорошем матрасе, сходить в какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь классный, дорогой ресторан, получить удовольствие от еды, которую вам с любовью приготовил шеф-повар и так далее. И при этом будьте чисты, не нарушайте эти заповеди, за которые вы все, я уверена, большинство, за которые ратует и бьется. Потому что, в конце концов, это основа вашей веры. И когда человек не религиозен, когда человек атеист, у него все равно есть внутренние заповеди. И это тоже история про отшельника, потому что у него есть внутри заповеди, которые он соблюдает, которым он следует. И это тоже делает в кавычках его аскетичным. Почему говорю в кавычках? Потому что, опять же, для русскоязычного человека слово аскеза извращенное понятие сейчас в моем представлении. И, наверное, правильнее говорить именно дисциплинирован. Внутренняя дисциплина, нормы, да? Какие-то правила внутренние, естественное течение жизни, рутина. То есть разные можно найти понятия. Вот. Наверное, я все сказала, что хотела. Я думала, что это будет полчаса, оказалось целый час. Надеюсь, там все будет у нас нормально с записью, потому что резать ничего не буду, максимум там уберу шумы и остальное. Поэтому берегите, пожалуйста, себя и бегите от тех людей, кто держит какую-то аскезу, потому что это страшные люди, жестокие очень и циничные. Не знаю, добавьте еще какие-то эпитеты. Потому что, повторюсь, истинный аскет или истинный верующий, не знаю, хоть во что там, в космос, в инопланетян, там, в науку, во что угодно, никогда не будет давить ваши границы, стоять у вас на голове, вдалбливать своим молотком в вашу голову свою веру, потому что он будет уважать ваши границы. Потому что отшельник – это про уважение, про границы, про почитание границ. В конечном итоге и про почитание заповедей в том числе. Вот вам, пожалуйста, пища для размышления, в каком обществе вы живете. В какой бы стране вы ни находились, в каком бы регионе вы не жили, в каком обществе вы находитесь. В обществе, где процветает уважение, истинная вера, внимание друг к другу, любовь к месту, в котором ты живешь, отношение к себе и к людям, умение чувствовать друг друга или что-то другое. В общем, рассказывайте в комментариях, что думаете по этому поводу. Будет интересно почитать ваше мнение. Ну, а кто у нас из зрителей находится в Телеграме, то пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимии. Берегите себя. Пока-пока и до новых встреч.